четверг утром Мелисса Льюис немного опаздывала в начальную школу в Кентукки, где работала учителем. Солнце только поднималось над горизонтом, озаряя деревенские улочки теплым светом, а птицы напевали свои утренние песни. Для многих это было время завтрачной суеты, но для Мелиссы это была борьба с временем, ведь уроки не стояли на месте. Чтобы сократить путь, она решила вскользь заехать по живописной проселочной дороге с извивающимися деревьями и цветущими полями. Это был ее ежедневный маршрут, который всегда наполнял ее душу спокойствием. Однако в этот раз что-то было не так. На дороге, ближе к старому заброшенному складу, она заметила знакомый черный мешок для мусора, который, казалось, издавал странные движения. «Что за странный звук?» пронеслось у нее в голове. Мелисса остановила машину и уставилась на мешок. «Я только что видела, как он шевелится», — тихо произнесла она себе. С приближением к мешку ее удивление только возрастало. Мелисса почувствовала, что в этом мешке содержится нечто живое. Она улыбнулась, ожидая увидеть, например, какую-то живописную находку, но в то же время в ее сердце нарастал дискомфорт, и она не могла игнорировать свое беспокойство. Промедлив на мгновение, она приняла решение. «Я должна узнать, что внутри». Выйдя из машины, она осторожно обошла мешок и заметила, как из него выглядывают маленькие глаза. Мелисса обошла мешок и увидела его, крошечного щенка, который с трудом пытался выкинуть свою голову на свет. Он выглядел напуганным и испуганным, его шерсть была запутанной, а волнение проскальзывало в каждом его движении. Мешок был затянут узлом, и, приняв решение помочь, Мелисса аккуратно оторвала угол. Как только ее рука задела ткань, щенок радостно затрясся, словно осознав, что его спасение близко. «Это действительно маленький щенок», — подумала она. Когда свет попал на него, он начал вилять хвостом изо всех сил, будто был уверен, что теперь все будет хорошо. Мелисса почувствовала, как ее сердце наполнилось теплом. Как можно было оставить его здесь? На щенке был ошейник, но без бирки. Мелисса обернулась назад к своей машине, осознав, что опаздывает на работу, но решение уже было принято. «Я не могу оставить его здесь. Он не выживет один», — сказала она сама себе. Основной инстинкт заботы побеждал в ее душе. Она бережно подняла щенка, прижимая его к сердцу, и вернулась обратно к машине, чувствуя, как остаться в этом моменте было куда более важным, чем все ее дела. «Мне нужно спешить, но есть более важные дела», — заметила она с улыбкой, когда щенок почти уверенно устроился у нее на коленях. Дорога до школы пролетела в заполняющем ее мысли неподдельном счастье. Щенок моментально скрасил ее пейзажи и тревоги. Она остановила машину, чтобы аккуратно поправить его на коленях. «Теперь ты со мной, маленький друг», — шептала она, пока щенок глазел на нее с восхищением. Как только Мелисса вошла в школу, ее встретил директор, который с изумлением посмотрел на нее. «У тебя с собой собака?» — воскликнул он. «Это длинная история», — засмеялась Мелисса, понимая, что на этот раз у нее есть что рассказать. Она стала центром внимания на все мероприятия, где пастельные оттенки легкости и одной вещи, которую они все любили, щенка, создавали атмосферу единения. С детьми в классе все наполнилось радостью. Как только щенка увидели, маленькие глазки загорелись. Постепенно один ребенок за другим просили его погладить, и Мелисса с радостной улыбкой разрешала это, объясняя, как важно заботиться о животных. Хефти, как они начали его называть, практически захватил класс своим обаянием. Его энергию невозможно было не заметить, он был полон жизни и радости. После уроков она быстро позвонила своему сыну, чтобы объединить усилия и отвезти Хефти к ветеринару. «Это будет первое благо, которое мы сделаем для него», — сказала она, словно убеждая саму себя в этом. Быстро собравшись, они отправились к ветеринару. Заехав к нему, команда врачей мгновенно приняла крошечного пациента. Он выглядел счастливо, несмотря на то, что был никуда не приглашен. «Мы проверим все его обострения», —
сказал ветеринар, когда они вошли в кабинет. Обстановка в клинике оказалась дружелюбной. Хефти поведал свою историю, смотря в добрые глаза врачей. «Скорее всего, он был заброшен, но мы проверим, здоров ли он», продолжал ветеринар, выполняя свои профессиональные обязанности. Мелисса смотрела, как Хефти игриво исследует кабинет, его энергия нарастала, а жара их общих связей становилась все более ощутимой. Несмотря на стресс, который он пережил, Хефти с легкостью переносил процедуры. Мелисса не могла бы быть более благодарна, как только они узнали, что малыш здоров. При необходимости ему пришлось сделать вакцины, и ветеринары уверяли, что он сможет вести полноценную жизнь, если окажется в заботливых руках. Они мечтали сделать его сильным и готовым к приключениям, и их мечты казались реальными. После визита к ветеринару Мелисса и ее сын договорились о том, что теперь щенок будет жить с ними. Они уже все привязались к нему, и с того момента Хефти стал неотъемлемой частью их жизни. Он начал исследовать дом, каждый уголок их уютного пространства стал для щенка новым местом для игр и веселья. С каждым днем он все более увлеченно играл с детьми, сопровождая их в каждом шаге. Мелисса любовно, хоть и беспокойно отвечала на их вопросы, как за Хефти она не могла не переживать. Но однажды на их пути встретилась следующая сложность. Соседка Мелиссы, проживавшая неподалеку, могла бы помочь. Она управляла небольшим приютом для животных. Рассказывая о своих планах позаботиться о Хефти, она неожиданно предложила Мелиссе помощь в организации свободного времени с планированием для всех бездомных животных, нуждающихся в помощи. «Мы можем сделать это вместе. Я могу делиться опытом с тобой, и мы найдем способ изменить жизнь многих», — предложила она. Вскоре между ними завязалась дружба, которая засветила их дни новыми возможностями. Мелисса и ее соседка организовали совместное спасение животных в Кентукки. Увлеченные своей миссией, они обратили внимание на людей, которым нужны были приюты, и начали планировать мероприятия, чтобы помочь другим заброшенным щенкам, котятам и даже более крупным животным. Их неимоверные усилия начали приносить результаты. Местные жители стали наводнять их идеи, и вскоре они организовали выставки, где каждый мог познакомиться с этими беззащитными созданиями. Мелисса с каждым днем все больше осознавала, что она и Хефти могут добиться значительных изменений в жизни других животных. Частое взаимодействие с приютами, местными жителями и многими любителями животных стало ее каждой утренней мотивацией. Хефти стал ее напарником на всех мероприятиях, и даже те, кто не был большим поклонником собак, обожали его за искреннюю привязанность. Спасение животных получило большое внимание от местных СМИ, и вскоре о Мелиссе и ее команде начали писать статьи в газетах. Они даже стали героями местных новостей, пока их не заметили и на более широких платформах. Мелисса никогда не могла подумать, что один случай, который начался как ее спасение, приведет к мощному движению в обществе. Люди начали присылать свои истории, фотографии своего опыта по спасению бездомных животных, и это стало общей причиной для многих. Став известной фигурой в сообществе, Мелисса начала организовывать массовые акции по сбору средств и призывы к помощи приютам. Каждый раз, когда ей удавалось найти новое доброе сердце, открывшее свой уют для беззащитного существа, она чувствовала, что сама жизнь начала разворачиваться с новой стороны. Мелисса всегда заботилась о Хефти, и, несмотря на все ее достижения, она знала, что именно он стал основой ее новых усилий и надежд. Участвуя в каждом спасении, она чувствовала крайне важную связь между собой и теми, кому готовы были протянуть руку помощи. Той осенью, когда деревья постепенно теряли свои яркие краски, они с Хефти и соседкой решили организовать массовый забег для поднятия фонда приюта и помощи животным. Дети прежде никогда не жалели о том, когда приходили с родителями, все знали, что это будет отличный день. Забег намечался в красивом парке города, где все семьи могли весело провести время и сделать доброе дело. Мелисса оживленно общалась с участниками, ведь они были для нее настоящей опорой.
Она увидела совершенно другую жизнь, о которой никогда не мечтала, и каждое живое существо напоминало ей, почему это имеет значение. На завершение этого события Мелисса стояла на сцене с Хефти, когда собравшаяся толпа аплодировала им. «Это не только мой подопечный, но и мой друг. Он научил меня, как взять на себя ответственность за жизнь. Каждый из нас может внести свой вклад, и мы должны делать это с добротой и любовью», произнесла она с искренним желанием. На тот момент она знала, что ее действия могут изменить не только ее жизнь, но и жизнь многих животных. Хефти, словно услышал свою маму, радостно зевнул и затрясся от восторга. После завершения мероприятий они с Хефти вернулись домой, где воссоединились с семьей, наглядно демонстрируя связывающую их теплоту. Теперь они были большой семьей, состоящей не только из людей, но и из их пушистых друзей. Мелисса почувствовала, что с каждым днем их связь крепнет, и она с радостью боролась за каждого нового спасенного друга. Хефти стал не просто щенком, а символом надежды и любви, которой хватало, чтобы изменить мир к лучшему. Постепенно Мелисса поняла, что некоторым животным требуется больше, чем просто любовь и дом. Им были нужны надежные и защищенные пространства. Эта мысль стала основой ее следующего мечтательного проекта — создание приюта, где многие из тех, кто потерял свой дом, могли бы находиться в безопасности, под присмотром заботливых людей. Мелисса, уже полная решимости, показала своему мужу, что у нее есть план. Она поручила ему позаботиться о текущих делах в классе, потому что она должна была сосредоточиться на этой новой мечте. Спустя несколько месяцев работы над проектом Мелисса организовала первый день открытых дверей в приюте. Она пригласила всех желающих, местные жители, фермеры, любители животных, и они в буквальном смысле стали одним большим семейством. Каждый, кто откликнулся, стал частью ее жизни, и это стало основой для настоящего сообщества. В конечном итоге эта история о Хефти, этом маленьком щенке, который находится в нужном месте в нужное время, стала символом надежды и вдохновения для многих людей. Мелисса поняла, что вместе они могут сделать мир лучше, и эта сказка никогда не закончится, пока в приюте ждут своего спасения новые маленькие животные, которым так нужны милосердные руки.